Всех приветствую на канале. В сегодняшнем ролике будем убирать неприятную ошибку по подушкам безопасности. Здесь видим airbag пассажира отключен. На панели висит значок airbag. С самими подушками проблем здесь нету. Сейчас покажу с помощью сканера. Заодно протестируем и его возможности. Будем это решать вот с помощью такой штучки. Это эмулятор мозгов по подушкам безопасности, которые находятся в сидушке. Точнее, здесь находятся весы в сидении пассажирском. И эти весы сделаны очень неприятно. Со временем лобаются мембраны на 4 датчиках, которые по краям сидушки, и они в данный случай не меняются. То есть невозможно их заменить никакими механическими способами. То есть получается, нам нужно сделать только электронный обход, чтобы подушки безопасности, компьютер подушки безопасности думал, что весы работают. В общем, показываю, что у нас показывает по диагностике сама программа. Давайте посмотрим. Lexus диагностика. Так, у нас автоматически обнаружением доставим. Так, видите, подтянул модель. Выбираем RX 330. Тут, конечно, пишет Тайвань или Корея, 3MZ и так далее. Ну, по факту у нас американец. ВИН-номер высвечивается. Давайте автоматическая диагностика, чтобы проверил все блоки. Одно из видео будет по этой же машине по изменению норм токсичности на Евро-2. Вот, попробую этот ролик тоже докинуть. После Евро-2 уже проехал 3 месяца. Нормально, все, состояние хорошо. Даже поменьше расход стал, вот 13,7. На других нормах Евро-3 там или Евро-4 на этой машине было, не помню. Там был расход 14,2. Так, как видим, у нас есть две ошибки. Пишет, ну если на русский переводить, тело и SRS Airbag. Две ошибки. Тело у нас 1261, коммуникация БУ двигателя стоп. И вот самая неприятная ошибка, которая не устраняется: неисправность системы классификации пассажиров. То есть B1150. То есть датчик, там 4 датчика, и вот один из датчиков по B1150 получается неисправный. Если мы это все сотрем, удалить коды неисправности, вот подушка потухла и опять сразу загорелась. То есть эта подушка у нас все равно сейчас обратно вернется. Сделаем повторную диагностику и увидим, что у нас она снова высветилась. И тут то же самое загорелась. То есть трется ровно на 1-2 секунды в момент, когда происходит стирание. Тогда она, соответственно, стирается на панели приборов. Сейчас опять покажу, и в принципе то же самое будет. Так, ну и покажу, как это все будем решать. Вот сейчас по airbag выскочит ошибка. Все. Предыдущая ошибка высвечивалась по телу, там еще какая-то, короче. Это потому что я этот блок снимал, саму сидушку снимал, хотел посмотреть, в чем проблема, именно механический, может, какой-то момент. Но вот нам на самом деле ничего не сделать, что там все так сделано, что оно припаяно именно к сидушке, то есть эти пластины. В общем, у нас B1150. Прибор сканирует, все отлично, все показывает. Закрываем пока что и переходим непосредственно к вот этому датчику. Вот этот датчик нам нужно подключить. Схему, если что, я приложу к видео. Вот, либо, если получится, подсниму этот момент, как чего куда засовывать. Сейчас переключаюсь на вот пассажирское сиденье. В идеале его нужно снять
Но я его просто сдвину и достану этот провод, который куда цепляется вот этот вот обходчик. Так, добрался до фишки, до нужной. Сейчас будем в нее подключать. В принципе, можно сиденье не снимать. Находится прям вот с этой стороны, с краюшку. Единственное, что неудобно отщелкивать ее. То есть со снятым сиденьем это происходит намного проще, но тем не менее можно снять с помощью любой железячки. То есть нужно надавить на вот этот язычок, вот, чтобы он отошел, и сдернуть. В общем, подсоединяем наш эмулятор. Давайте смотреть, что получилось. По пинам я вставил вот отсюда. Провода в комплекте достаточно длинные. Можно все это скрутить. В идеале считаю, что лучше сюда вставить, нежели резать провода. Так останется штатной проводкой. Далее это все потом вот сюда подвяжу стяжкой и замотаем изолентой. Но вот эту, соответственно, часть я закрою термоусадочной трубкой. Найду толстую термоусадку и закрою. Пока что это видите как есть, на столе, грубо говоря, на полу. Теперь подзатекла все. Пока монтировал, неудобно. То есть проще, конечно, снять сидуху. С точки зрения удобства. Если с точки зрения простоты и быстроты, то можно подсоединить именно не снимая всего этого дела. Так, включаем машину. Попробуем завести, не читая, не удаляя ошибки. И посмотрим, что у нас поменялось. Я уже вижу, что поменялось. Вот эта лампочка уже потухла. А раньше она горела. О, и СРС тоже потухла. Все отлично. Замечательно. Airbag включился. То есть пассажирская Airbag теперь работает. И на панели тоже потухло. Если пристегнуть ремнем, тут у нас ничего не поменялось. Хорошо. Давайте просканируем, посмотрим, что теперь показывает сканер. То есть эмулятор, в принципе, если у вас есть такая ошибка, эмулятор ставите и подтирать ничего не нужно. Ошибка автоматом исчезает. То есть, как видим, в сканере есть эта ошибка. Сейчас мы посмотрим, что там пишется, и попробуем ее подтереть и еще раз считать ошибки. Так, все, по машине больше ошибок никаких нету. B1150 ошибка присутствует. Пробуем ее удалить. Так, все, удалили. Делаем повторную диагностику. И посмотрим, появится ли она в системе. То есть останется она с этим эмулятором или не останется. Все отлично. Пассажирской ошибки больше нету. Это видно вот отсюда. Вот он, Airbag. Ошибок никаких нету. В любом случае, конечно, сканер подключить надо. То есть, если вы поменяли устранили эту поломку с помощью эмулятора, видите, ошибок по подушке больше нету. Это у меня мигает не пристегнутый ремень. Сейчас пристегнусь, покажу, что на панели больше ничего нету. Все чистенько. Ну и это у нас горит ручник. То есть меняем, ставим эмулятор и чистим ошибки, чтобы они в системе не висели. Ну, в целом можно не чистить, можно просто сдернуть клемму аккумулятора, я думаю, сотрется, так как это все-таки Toyota. В целом прибор, конечно, достойный, много функционала у него есть. В плане диагностики, в плане ключей. Достаточно обширный программатор. Буду постепенно снимать ролики по этому программатору, потому что просто сделать обзор на сам программатор по сути особо не имеет смысла. То есть у него большущий охват по ключам, большущий, так, вот здесь, пытается, нажал не туда, большущий охват по диагностике, тоже много машин.
Есть специальные функции в плане да чего угодно. АБС, подушки, переобучение EGR, обновление шин, сброс БСМ, аккумулятора. То есть все зависит от того, какая машина. То есть естественно, что здесь по свежему Lexus будет, по какому-то типа вот этого Lexus, естественно, здесь сбрасывать аккумулятор никакой не нужно. То есть есть дополнительные функции по щитку. Достаточно тоже большое количество машин нужно подключиться к интернету. Доступные обновления, не нужны нам обновления. В общем, много тут всего чего. Ну,